Что будет, если потратить 600 миллионов долларов на заброшенный карьер? Получится самый футуристический и дорогой храм в мире. Сегодня мы спустимся на 40 метров под землю, чтобы увидеть главную святыню буддизма. Окажемся внутри гигантской мандалы, а потом будем спасаться бегством, чтобы успеть на последний автобус, и сожжем свои рецепторы огненной острой рыбой в ночном Нанкине. Это Китай, который удивляет. Наше утро начинается идеально. Весна, отличная погода. Да, наступила весна. Люблю я это время года. Сегодня мы пойдем вон туда, в этот храм. Получил я свой билет. No. Валентин сказал, что нам нужно позавтракать. Ой, я уже. 这个里面有什么？鱼子，拿2个吧。 Хорошего продуктивного дня. Сперва нужно позавтракать. 这个买了一碗关东煮，有墨鱼丸，我也不知道这是什么，啊，北极翅。 Здесь даже иероглиф какой-то выжжен на нем. Этот мешочек из тофу, а внутри него креветки. Интересно и вкусно, необычно. Мне нравится такое. Да, если есть у вас возможность накормить какого-нибудь котика или собачку на улице, делайте это всегда. Отдал последний юйбинь котику. Ну ничего, он голодный, а мы перекусили тоже. Здесь есть небольшая автобусная остановка для того, чтобы подняться вверх не пешком, а на автобусе. 今天天气出奇的很好，不用穿很厚的衣服，也有一点太阳，没有下雨。对。 Подняться в гору в Китае очень легко. Просто остановитесь на эскалатор и едете. Так, эскалаторы закончились. Недолго мы радовались. Теперь нужно подняться по ступенькам наверх. Да, людей здесь тоже стало гораздо больше, чем внизу. Мы начали наш маршрут с исторической пагоды Хунцюй. Мы зашли внутрь и поднимаемся пешком на этот огромный храм. Здесь на втором этаже по кругу выгравированы вот такие монахи. Это все выжжено в дереве и нарисовано. Поднимаясь этаж за этажом, мы любовались деревянными гравюрами монахов, но главное ждало наверху. И отсюда открывается такой вид на эту мандалу. Вау! Эта пагода с высоты выглядит вот так. Таки дошли мы до 8-го этажа, а здесь огромнейший колокол с выгравированными на нем иероглифами. Мы поднялись на 9-й этаж. Здесь Будда. Очень мне напоминает Будда из Гонконга, из храма 1000 Будд. Вау. Ой, как здесь круто. Ну, нужно быть осторожным. Все, с 7-го этажа
идем вниз без остановки. И это мы только дошли до 6-го этажа. Там мегаполис, очень большие небоскребы, скоростные поезда, дороги. А здесь умиротворение, покой, спокойствие и гармония. Красивейшие места здесь. Как-то так спокойно стоишь просто и смотришь на то, как протекает жизнь вокруг. И снова летит скоростной поезд. И еще один заезжает. Какой же футуристический Китай. И с той стороны еще летит один. Жизнь здесь кипит невероятно. Да, мы только что поднялись вот сюда. И это действительно было интересное приключение. Что нужно еще людям для счастья? Цветы и весна. Да, вот мы и спустились к этому храму интересному. Здесь вышло солнце, и так приятно находиться, так атмосферно. Весна красна. Мы сейчас подходим к входу в эту мандалу. Дворец Фои — это не просто храм, это грандиозный архитектурный и духовный комплекс, не имеющий аналогов в мире. Его часто называют самым дорогим и футуристическим храмом Китая. Верхняя часть с золотым куполом символизирует нирвану, а арка вокруг нее напоминает развивающийся плащ монаха. Этот комплекс построили на месте древнего карьера всего за 3 года, потратив на него астрономические $600 миллионов. Здесь очень вкусно пахнет. Здесь играют мандалы. Я сейчас просто сам здесь замедитирую. На полчаса вы меня потеряете, ребята. Что это за волшебство здесь происходит? Они свет включили? Ё-моё. Это выглядит еще круче, чем было. Хэнпюля де Дифа. Что ты можешь нам рассказать? Ты знаешь какую-то историю об этом месте? 我只知道他花了4亿建成这个地方，花了4亿元。 Мы находимся сейчас на верхнем уровне. Купол. Этот комплекс был построен специально для хранения одной частицы головы Будды. Эта реликвия хранится глубоко под землей, на глубине 40 метров, в специальном зале. Возможно, мы туда попадем. Мы спустились на 40 метров вниз под землю. Это главная реликвия всего буддизма. Вы только посмотрите на эти масштабы. Это действительно впечатляюще. В буддизме этот знак обозначает знак бесконечности, перерождения
Мы на 40 метров под землей, и он здесь возвышается еще на 21 метр. Здесь есть недалеко зал 1000 Будд, в который мы зайдем. А это центральный зал, зал нефритовой реликвии. Круглое помещение с высоким потолком, где в центре возвышается нефритовая ступа, символ горы Меру, внутри которой и покоится реликвия, который окружен тысячами золотых статуй Будд и архатов. Сама реликвия находится в самом центре, и к ней можно подойти максимально близко. А сейчас мы пришли в этот зал 1000 Будд. Вокруг нас множество разных маленьких статуй Будд. Здесь их тысячи. По периметру вокруг этой всей зоны вот расположены эти статуи Будд. Посмотрите на них. Нефритовые, золотые, всевозможные. Это место красивое, но нам пора уходить, потому что там уже выстроилась очередь, которая хотела зайти сюда, но они ушли. Пока я записывал видео, они ушли. Потихоньку мы через разные эскалаторы поднимаемся наверх. Выходим с этого подземного храма, параллельно проходя мимо разных сувенирных лавок. Ну, конечно. Сколько здесь подземных ходов, еще и там трещины, целое ущелье какое-то вот. Скоро закат, мое самое любимое время для съемок. А мы только выбрались на улицу. Жалко, время быстро проходит. Нам пора уезжать отсюда. Я купил себе ароматный деревянный браслет на память. Все бегут. Автобус последний в 6 часов. Так, мы уже бежим вниз. Без 5-6, в 6 последний автобус вниз. Здесь людей практически уже не стало. Вот последние выжившие убегают вниз на автобус, как мы. Мы побывали здесь, на вершине. Мы побывали там, внутри. Мы побывали под землей. Посмотрели на реликвии величайшие. Вот проскочили, возможно, мы даже здесь кого-то обгоним. Конь. Врубился. Все, в автобус забежал. Я тоже забежу. 6 часов 3 минуты. Мы едем в автобус. Мы добежали. Молодец. Очень быстро. Мы спустились за 2 минуты. Сегодня наш день, и влог начался с этого моста. На него же мы и возвращаемся. Время пролетело очень быстро, но полученные эмоции и впечатления останутся с нами на всю жизнь. Поэтому никогда не жалейте ни денег, ни времени на то, чтобы путешествовать. Я это делаю очень редко и всегда стараюсь снять какой-нибудь влог об этом. Хотя я совсем не travel-блогер, а просто иду своим путем. Такси, приехали.
И вот за одну секунду мы из прекрасного храма оказались в шумном городе, где куча огней, людей, машин и еды, которую мы так долго ждали целый день. В Китае на самом деле культ еды. И вы посмотрите, это сидит на улице очередь на стульчиках для того, чтобы зайти в какой-то ресторан. Да, мы приехали в ресторан, который мы хотели. И здесь тоже очередь из людей. Вот это такой ресторанчик, но проблема в том, что здесь уже очередь из 30 человек, что примерно еще растянется на целый час ожидания. Нам дали билет, сказали через час. Но обычно это на час. Часом одним не заканчивается. Поэтому мы идем в другое место искать другую рыбу. Погода меня действительно радует. Весна приходит постепенно к нам. Уже цветы цветут, деревья цветут. Можно на улице уже ходить без курточки. Прям вообще класс. Знаете, практически полчаса в городе, я уже привык к этой толпе людей, к этому движению, уже куда-то бежим, там купили чай, купили каких-то закусок, не успеваю ничего снимать, просто бежим обратно куда-то. Ура! Ура, мы дождались. Целый час ждали. Мы наконец-то сели в ресторане и заказали огромную рыбу. Это было вкусно, но, ребята, мы просто сварили лапшу в бульоне из красного перца. У меня горело все лицо. Я чувствую, что я уже весь красный. Меня печет во всю рот. Но это безумно вкусно. Уничтожили мы эту рыбу. Остались одни ошметки, огрызки. Наелись. Ну что? После такого пожара во рту идеальным завершением дня стала спокойная ночная прогулка по туристическим уличкам. Вчера ночью мы были на этой улице. Здесь не было вообще людей. Никого здесь не было, посмотрите сейчас. Очень много людей, очень много туристов. Как же хорошо, что мы вчера здесь прогулялись ночью. Как я вам здесь смотрюсь в этом? Ну, эта штука, чтобы лежать. 谁睡觉了？晚安，Nico。这个背景是好。 Вот, мне нравятся вот эти картины, кстати. Первый раз приезжая из Китая, я себе привез парочку таких и друзьям тоже. Я такой. В каких нарядах нужно здесь фотографироваться, а не как я? Туда заходишь, как будто в какую-то другую вселенную попадаешь. У этого есть запах. Братан, а ты недавно оживал у нас в видео. Вот я всегда говорю, Китай такой контрастный, потому что там огромная туристическая улица, все красиво. А здесь по стариночке просто вот на полу взяли, разложили. Здесь вообще сигареты продают без лицензии, без ничего, просто на улице сигареты продают. Как это возможно? Причем такие, которые в Китае очень редко ты можешь найти, они все иностранные. А вот так вот здесь висят вот эти утки. Ну это понятное дело, что это декорация. А вот лежат настоящие жареные утки. Вантин не нравятся такие утки. Она говорит, что они невкусные, они вонючие. Но это считается нанзинским традиционным блюдом. Метро. Мы прибыли к метро. Вантин говорит, фудзи мяу, фудзи мяу. 夫子庙。 Фудзи мяу. Этот контраст между духовным спокойствием подземелья Фои и кипящей жизнью Нанкина я точно запомню надолго.
Вышли в 11 часов утра из дома. И в 11 ночи возвращаемся. Вот такой у нас получился необычный влог. Мы пришли. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. С вами был Николай. Мяу мяу.前方积极收缩，小心夹角。